в Москве. Приехали сюда из Таиланда специально, чтобы поддержать нашу подругу Олю, у которой сегодня важное событие. Она открывает здесь офис. Ура! Идем ее поздравлять с этим событием классным. Снег валит, холод просто невыносимый. Я забыла кроссовки в Таиланде в отеле, и Саша тоже. Но Саша купил ботинки. Пардон. А я ничего не нашла, приехала вот как есть, и Оля мне одолжила свои кроссовки. Причем это долгая история, Саша вообще в шлепках приехал, а я была в его ботинках. Ну и сейчас вот мне Оля одолжила, просто меня спасла. Двигаемся. О, недвижимость Таиланда! Логотип. Девчонки очень старались, долго по времени заняло. Ну вот это вот ремонт, подготовка. О, тяжело работать в таких условиях. Все, заходим. Ура! Ура! Всем привет! Привет! Поздравляю! Здравствуйте! Поздравляю с открытием! Молодец! Большое спасибо. Красиво? Да, Молодец. это Кусочек тебе. Таиланда, спасибо. Я подумала, они подходят по цвету. А еще я взяла твой шаг. А я уже спалила на улице. Я говорю, смотрите, оделись. Ну, Саня хоть в ботинках сегодня, не в тапках. Ой, клево! Здрасте. Здравствуйте. Здрасте. Олечка, здрасте. Здрасте. Смотрите, она мечтала с вами познакомиться. это вы Обнимайтесь первые. Как дела? Это встреча. А я А ты не знала, Для да? вашей подписчика. Подписчица и вам. Сашу хорошо знаю. Здрасте. Да, да, и будем скоро соседями. О, поздравляю, круто. Да. Все, сегодня отдыхаем, веселимся и тусим. Мы колонку взяли, кстати. Музыка нужна. Ты же викторину будешь делать? Да. Ну вот, у нас викторина, сейчас народ подгребет. Проходите. О, я Раздевайтесь, обожаю проходите. викторину. А расскажите, как так получилось, что вы купили квартиру раньше нас? Там, в этом комплексе, в Эмбасси. Ну, я давно мечтала об этом. Следила за новостями, подписана на тайские всякие чаты. Как бы, ну, думала, это несбыточная мечта. Как и я также думала. Да. Но решила, надо действовать. Или сейчас, или никогда. Изыскала все возможности на первоначальный взнос. Ой, я вас поздравляю. Вложилась, да. И, конечно, сравниваю тоже, какие там есть комплексы. Я сначала на Солярис обратила внимание, там тоже такой красивый. Да. А это как раз старт только, предстарт. Только, в общем, владели риэлторы этой информацией. Да. Ну и благодаря тому, что я через вас тоже знакома с Олей, Правильно. вот, стала как-то за этим наблюдать и решила, надо Вот действовать. вы больше всех заработаете, потому что у вас прям самая первая цена, да. Вам понравился шоурум, вот этот дизайн? Поздравляем. Очень, я вообще все. Какой будет бассейн красивый, инфраструктура. И они сказали, что они сделают еще более премиальным его. То есть материалы, которые сейчас в шоуруме, они будут еще выше качества. Оля, проведи нам экскурсию. Что здесь происходит? Сейчас. Женек, Много еды, все как мы с Олей любим, много шампанского. присоединяйся, покажи себе. Женя, покажи офис. Офис. Женя, это сестра Оли. Похожи? Иди сюда, иди сюда. Что скажете, похожи? Вот в комментариях узнаешь, похожи или не похожи. Вот, расскажи, что у вас здесь, сколько здесь квадратных метров и где мы находимся, это что за район? Я в Москве вообще не ориентируюсь. Я теперь знаю, где Нахабино. Я с Нахабино сейчас приехала. С Нахабино. Вообще крутой район, новый, Нравится? очень тихо, спокойно, красиво, дома классные. На школу похоже. Слушай, как школа, похоже Да, на пришли. школу. Мы живем сейчас у Оли просто. Вот, и когда нас привезли, я подумала, что нас в школу привезли, потому что вот такая буква «П». Ну, если посмотреть на все застройки, то они обычно одинаковые. То есть, если строится ЖК, то он обычно такой стандартно одинаковый. Все дома идентичные. Вот, ну красиво, чисто. Показывай, что у вас здесь. Все в фирменном цвете. Вот. Это что за улица у нас? Это Чкаловский бульвар, это дом 6, прям торец, мы будем видны со всех сторон. Вы снимали с улицы? Да, вы видите? Смотрите, здесь Ой, я стесняюсь себя смотреть. Так, красотка, мы все же посмотрели. так. Видели красивую вывеску? Давай, Саша, выйдем на Давай, секунду. давай. Ну вы идите, я тут постою. Так, выходим на улицу и сейчас я вам покажу со стороны, как это выглядит. Вот Чкаловский бульвар, дом 6.
В принципе, сразу видно, да, адрес и наша Ага. вывеска «Недвижимость Таиланда», чтобы вы нас узнавали. Собственно, когда вы заезжаете вот с главной улицы, вон машинка там поворачивает, вы чуть-чуть сюда заворачиваете, и вот парковка, правда, сейчас мусорка, но ее берут, это строительный мусор. Дом недавно отбили, и поэтому очень много строительного мусора. Божечки. У нас зима, как вы видите, не то, что в Таиланде. Ну, вы же были в нашем офисе, все это видели. Похоже? Да, очень. Очень похоже, правда? Да, здесь Знакомые эмблемы, дерево, да. логотипы, да. Общий зал, конечно, когда без фуршета все будет стоять по-другому, здесь вы будете заходить, видеть наших менеджеров, с нами здороваться и общаться. Переговорка Ольгина. Я обращаю внимание, что все этажи мы привезли эти картины Ага. с Таиланда. Так. Нам рисовал их тайский художник. Ага. И мы все продумывали, что он будет изображен на каждой картине, поэтому это очень важно для нас было. А вот это, смотрите, красоту. Мне кажется, прям оттуда веет Таиланда. Правда, правда? Картина, да, классная. Стол подготовили, фуршет как в Таиланде прям. Такие. Мне кажется, уточка лучше. Да? У нас есть и горячая, разная прекрасная рыбка, креветки. Ага. Ну, Таиланд же это все-таки там много морепродуктов, да? Поэтому Да. старались. Ну и про мясо мы не забыли, безусловно. Слушай, такие штуки, как в Таиланде, везде в отелях вот эти вот, куда едут. А мне кажется, когда на Эмбасси были, примерно то же самое было. Помогай, я так не умею, как ты много разговаривать про еду. Просто Это шведский вкусно, стол просто поверьте. Отеля Хилтон, колбаса копченая. Что это, оливьешка? Нет. Много канапе. Если вы не здесь, мне очень жаль. Мы приглашали всех, делали анонс в группе, говорили: все, кто сейчас в Москве, приходите. Вот. Кто придет, не пожалеет. Но если что, можно к нам еще прийти, мы все-таки работаем. Мы открываемся сегодня, будем работать, и вас ждем каждый день. Да, но еды не будет. Скорее всего. Мы сделаем вам Хотя, вкусный кто кофе. знает. У нас, как в Таиланде, много островов. И везде много еды. Все, как в любимом Таиланде. Сколько шампанского. Около 70 гостей сегодня собирается. Оля, можно вопросик? Вопросик. Скажи, пожалуйста, какая цель данного офиса? Что здесь будет происходить? Зачем ты его открыла? Ведь можно и без него. Можно и без него, конечно. Ну, просто когда-то, да, Таиланд стал моим домом. И я очень ценю, вот, что люди, посмотрите, да, у нас люди приходят. То есть они мне доверяют за 8 тысяч километров от России. И мне захотелось, чтобы Таиланд был ближе теперь к моим клиентам здесь, и чтобы в каждом городе, то есть это первый офис, да, у нас в России представительство, чтобы мы были к ним ближе, чтобы они могли сюда прийти вот в эту зиму и согреться вот этим кусочком Таиланда. Также здесь можно будет получать документы, здесь можно будет официально оплачивать за недвижимость, да, потому что сейчас очень большие проблемы с денежными переводами. Мы это все сделали для удобства наших клиентов. Такие ароматные, спасибо вам большое. Это у вас Нахабино. Классные вообще. В моем Нахабино. Он тебе подходит. Нахабино. Слушай, вот расскажи мне, такая история, такой вопрос. Ты занимаешься сложными делами, и 99% людей никогда бы на это не пошли из-за страха, что может что-то пойти не так. Бизнес в другой стране. В своей это страшно, а в чужой как бизнес. Вообще. Вдруг что-то пойдет не так. Вот это вот налоги, счета, проверки, регистрации и в Таиланде, и в Москве. Тебе не страшно двигаться одной? Нет, мне не страшно. У меня очень большая поддержка, да, моих близких людей. Меня очень подпитывают мои клиенты. То есть, когда я вижу, да, вот эти благодарности, отзывы, как они радуются, то есть я хочу только идти вперед. Поэтому пока со мной, да, мои люди, пока вот они в меня верят, я буду идти только вперед, и это все убирает мой страх. Поняла, спасибо. Мне нужна вот эта поддержка, это очень важно, это очень круто, и когда, да, у меня вроде хочется все, да, там сдаться, там, или что-то дать заднюю, или там подустала, я начинаю читать эти отзывы, да, я разговариваю по телефону с клиенткой, говорю: Оля, как здорово, я понимаю, что нет, рано сдаваться, надо идти вперед. Что ты можешь посоветовать людям, которые тоже мечтают открыть свой бизнес, но боятся? Не Боятся, сдаваться. что что-то пойдет не так. Пробовать, не сдаваться, пока мы не попробуем, мы не узнаем. То есть даже сейчас, да, я открыла офис, я не знаю, да, в Москве, как пойдет, куда пойдет, что будет. Но если я бы это не сделала, я бы так и не узнала никогда. Поэтому ты должен делать, пробовать и все. В бизнесе, в отличие от работы, нет протоптанных дорожек. Мы все Ты знаем, да, что пилот да. самолет хорошо зарабатывает. Мы все знаем, что стоматологи, хирурги хорошо зарабатывают. Но как бизнес пойдет, это вот колесо фортуны. Ты Как крутишь, пойдет, как крутанешь, на так и удачу. пойдет.
будущем. Да, и ты вот будешь его крутить до того момента, пока оно не будет тебя устраивать. То есть ты будешь пробовать ошибаться, пробовать ошибаться. Вообще, что такое успешный бизнесмен? Это много раз ошибался. И на одном выстрелил. Да. Все, он просто не сдался. Ты Всё. говоришь, у меня мурашки. Он по просто не сдался. Значит, секрет в том, чтобы пробовать и не бояться ошибаться. Да, да. Не бояться. Мы все совершаем ошибки, только на них мы можем учиться. Только на них. Смотрите, что у нас здесь Новый год. Да. Снегурочка пришла. Да. Как вас зовут? Зовут Татьяна. Татьяна, у нас Татьяна история делит. Татьяна наша зрительница, любит наши видео, присылает мне всегда теплые сообщения и попросила разрешения меня заобнимать на открытие. Я ждала этого человека, думаю, когда придет человек, она говорит, это я хотела заобнимать. Да. Ну, слава богу, что Это получилось я. прийти. А это моя семья. О, Мой привет сыночек. тебе! О, добро пожаловать! Раздевайся, проходи. Привет, привет, Макар. Вкусненькое угощение, какое красивое. А вот вам подарок. Это Александру. Ой, спасибо. Надеюсь, приятно будет. Можно Это мы тебе сейчас Светочка. раскроем? Ну, давайте. Вот тяжелая. Наверное, энциклопедия. Как правильно готовить вкусную еду. Вы, наверное, посмотрели, как я готовлю еду. И так, это надо исправлять. Нет, наверное, разрезать надо. А я вот так вот сейчас вытяну. Так, спасибо. Что же там? Что же? Там еще коробочка. Тяжелая такая. Это сервис. Мадонна. Почти. Да? Почти сервис. Чайная коллекция. Да. Я обожаю чай. Я кофе не очень люблю, потому что, говорят, плохо витамины усваиваются. А чай Там еще завязали мы. как раз сейчас к родителям поедем. Вы еще не были? Нет, мы вчера ночью приехали. Вау. Вау, Это прям спасибо. Но второй подарок посмешнее чуть-чуть будет. Нежный жасмин. Имбирный пряник. Вот с чего я Офигеть. начну. Спасибо огромное. Мне так приятно. Спасибо. Мне так приятно. А мне-то как? Классный подарок. Здравствуйте. Добро пожаловать. Раздевайтесь, будьте как дома. Так. Так, давайте, это мой подарочек. Сейчас. Ох, сидим. Есть. Ух Здесь ты. посмешнее, конечно. Что это, настольная игра? Нет. Петр Это настоял. Это то, что вы раньше Опа. экспериментировали. А мы Да. до сих пор нас ждет брусниковка, клюковка, Саша, второй А месяц. сейчас еще что-то будет. Вот что нас с вами согреет. Посмотрите, легенда 25-23. Здесь Спасибо. различные сухофрукты и травы. Мы любим Можно будет такие заливать. настойчики Мы делать. обожаем это делать. Спасибо. Вы угадали. Вот что значит, человек подготовился. Знает о нас. Клево, спасибо. Да, огромное. готовилась я. Ну, будьте в Саратове, приходите на чай, на настойки. Хорошо. Решайте? Да. Мало ли что, не стесняйтесь. Ну, может, в Москве еще увидим. Может, в Москве, да. Может, вы будете приезжать. Хорошо. А вы в Таиланде отдыхали, были? Да, конечно, по вашим стопам. Нравится вам в мы- Таиланде? Очень. Это мое любимое Паттайя. Да? О, как приятно слышать. Нет, искренне прям. Мы за вами ездили везде. Вот как вы показывали с 15-го года, мы вот так же старались там везде побывать. Вот. Ну, в 17-м году крайний раз съездили, и все, пока больше не получилось. Ну, сейчас подрастет сыночка и изгоняйте. Теперь еще. вот квартиру приобрели. В каком И я думаю, комплексе? Оазис. Оазис. Круто. Там красивый интерьер, мне понравился. Там похож на отель Хилтон. Красиво. Классно, поздравляю вас. Ну, И значит, я вас поздравляю с Спасибо. а когда у вас достроится? По-моему, в 27-м году. В 27 году, ну и у нас туда ближе. И устроим большое Да, новоселье. это точно. Когда уже мы точно приедем. На блины. Расскажете. А вы из Москвы сами? Да, Да? да. Вы настоящая москвичка? Да. Они существуют. Они существуют в Москве. Есть настоящие москвичи. Клево. Я думала, все в Таиланде. У нас викторина началась. Так, вопрос номер 1. Какой фрукт называют королем фрукта? Какая фигура божества нанесена на государственный герб в Таиланде? Нет. Божества. У него есть название. Я сама первый раз сегодня слышу. Нет. Нет. Вот кто это, как его зовут? У него есть имя. Индекс какой-то. Первая буква правильная. Ладно, Кинекс. Сфинкс. Почти. Он называется Гаруда.
Какой из туристических курортов не относится к Таиланду? Паттайя, Пхукет, Ничанг. Молодцы! Вот видно, не просто так вы здесь собрались. Какой вид сельскохозяйственной культуры занимает лидирующее место в экспорте страны? Рис, молодец! Вроде все знали. Как с местного языка переводится слово «тай»? Вот Таиланд, вот тай, что означает? Вот представьте слово Таиланд. Оно разделено, как бы можно на две части разделить. Таиланд, ленд — это земля. Земля каких? Земля. Нет. Вот кто угадает, суперприз получит. Так, на экскурсии никто не ездит. Саша знает, молодец. Саша не играет. Ладно, Саша. Ну, Таиланд – земля свободных людей. Так значит, какое слово? Свобода. Молодцы, молодцы. Сегодня, 19 декабря, на Пхукете во сколько по времени заход солнца? Кто будет? Вот смотрите, он в Таиланде всегда 6. Но в зависимости от месяца минутка прибавляется. 18:04. Нет. 18:12. Меньше, больше. 17:59. Нет, 12. 11. А еще погромче прошу. 18:10. Нет, нет. 18:07. Нет, 18:08. 18:06. 18:14. Молодец. Давайте похлопаем. Как вас зовут? Молодец, Наталья. И последний вопрос. Какое агентство недвижимости Таиланда самое лучшее? Галерея недвижимости. Ура! Все. Я включаю песню, а мы должны угадать, что за песня. Поем ее. Кто лучше всех поет, мы отмечаем и получает от нас приз. Ура! Все. Песня. Нет, физически. Вот надо петь. Сигарет с ментолом. Пьяный. Вот так я и представляла нашу встречу, если честно. Глаза ты смотришь другому, который тебя ласкает. Не знали сами все, что было между нами. Просто я сказала, я тебя люблю. Но ты не знала, как ты знала. И мертвый вечер тебя освещает путь. И звезды дарят нам на грудь не продохнуть. Все сначала повторить, вот как мне быть. Громче. А может снова все начать. Я не хочу тебя терять. Ты будешь здесь, я знаю. Тебя вечный здесь уже мешает быть со мной. Человек думает, что покупать, он должен понять, что покупать. Он должен давать отчет, а в будущем он потянет это или не потянет. Потом, какие интересы. Если ты для себя покупаешь, и я вот для себя как хочу покупать, мне больше нравятся клубные ЖК. Маленькие, где меньше народа, да? Больше кислорода, небольшая тихая территория. Не вот это, что большие здания, большие, ну хорошо, они будут хорошо сдаваться, они в модных местах. Но с возрастом, возможно, это из-за возраста, да? Хочется что-то тихого. Спокойствие, Да, уединение. тихо. Да, Мне да. этот мир абсолютно понятен. Вот, понимаете, вы когда купите, вы поживете, может вам захочется Ну, у нас одна в таунхаус. резорте, одна в высотке. Да. Одна Вот. в спокойном, а У другая... вас эмбасси, да? Да. У вас эмбасси будет, он более малоэтажный, да? Да, там 8 этажей и большая территория, Да, там много 8, а бассейнов. это большая высотка. Да, там прям небольшой. Вот. А я как бы хотел, видите, я возраст уже немножко постарше, я хочу более тихое место. Я выбирал этот Сиам-Ренту, финская застройщика, знаете, да, они на Да. Потамнаке строят. Да. Они кондики продают pet-friendly. Да, для животных. Для животных. А я на себя примеряю. Я подумал, блин, заедется какой-нибудь голландец с маленькой собачкой, который будет говнить и
гавкайте мне весь мое время отпуска, да? Дают поспать. Думаю, блин, это pet-friendly, зачем ты мне это надо, а? Ага. И я вот Причем мало отказался. хватает таких предложений. Да, В итоге- это мало, но если бы я купил бы, все, которые под инвест бы, если бы я купил, если бы Да. были инвест, это много ищут, приезжают с котиками, приезжают с собачками, им негде, потому что когда я сейчас Предложений купил, мало. да, предложений мало, и когда я купил в другом кондике своем, где запрещены собачки, тоже надо знать, да? Так что ты хочешь? Хочешь жить или хочешь сдавать, допустим, да? И ты можешь купить где-то, где собачки, где высотки, где тихий, где далеко, где близко. Тоже надо определить. Довольны покупкой или жалеете? Не жалею ни разу. Не жалею ни разу. Во-первых, я приезжаю, она у меня есть, деньги у меня сохранены в надежной валюте, еще раз, в надежной валюте. И у меня есть, почему я здесь? У меня есть вариант какого-то движения. Я могу однушку купить, правильно? Однушку. Я могу студию поменять на однушку, у меня там доплата будет не такая большая, по идее. Ну нет, это как один из вариантов. Как один из вариантов, потому что в принципе студия, вот опять же, студия для одного человека отлично. Вот просто, если ты эгоист, ты хочешь свое не иметь. то, что эгоист, просто пока не сложилось. Да, Не обязательно. да, но ты можешь и захотеть на пенсии там пожить, правильно? Коммуналка небольшая, вообще копеечная. Убираться, практически не надо. Да? Живи сколько хочешь. Живи вообще, не кайфуй. Паттайя сдается на ура, офигенно. Особенно Джамтьен. Это топ номер один для русских туристов. Вот вообще топ номер один. Согласна. Вот даже там не... Вот этот, я его называю золотой треугольник. Лагуна 1, Лагуна 2, Дуситы, Мальдивы. Вот это вот просто улетает. Но если под аренду, лучше брать однушку. Приезжают парочки, им нужно побольше места. Ну, вот А мы если так же подумали. с детьми вот побольше места. Нужно все-таки немножко побольше места. А это однуха. Вот однуха для инвеста, для сдачи в аренду в Паттайе вот номер один. Номер один. Вот не студия даже, не двушка. Двушка это большие компании, большие, много детей. Но все-таки надо искать. А вот однушка, она будет всегда сдаваться. В Паттайе чем хороша, там нет сезона. Да, я Там об этом нет тоже сезона, ребятам там сейчас нет говорила. сезона. Если Пхукет, говорят, тут я с парнем говорил, Пхукет, и куда-то ехали, там 5 часов в пробке стояли. Во-первых, там цунами, волны могут быть. В Паттайе круглый год никаких волн нету. Всегда солнце, дождик пойдет, 5 минут и все. Фрукты полно всегда. У меня До студия. Бангкока недалеко. Студия у меня, студия. Я боялся за лето. Девчонка сняла, все 3 месяца летних закрыла. О, Вообще охренеть, я не ожидал этого. Казалось бы, да? Казалось бы. лето. И Не лето, сезон. лето не сезон. А у вас будет Джомтьен, можно сказать, вторая и первая линия, да, у вас там? Ну да. Ну это вообще. И там публика будет побогаче, пожирнее. Если здесь считает публика деньги, там могут быть не считать уже публика деньги. Тем более зимние, вот сейчас смотришь, сниму, люди, где вы были раньше? Надо было снимать зиму, летом еще. Сейчас нет найти, Да мы тоже, не найти место арендовали просто. в Кабане в этом году за месяц, а уже ничего не осталось. Уже ничего нету. В прошлом году за месяц было квартир 5, наверное, на разных этажах. Мы выбирали. А тут мы, Наташ, пожалуйста, хоть что-нибудь найди. Я говорю, ну только на 11 этаже, вот последнее. Вот, это большая удача. деньги, одна Это осталась. большая удача, да? Да, Потому и что повезло, что мы там зиму очень сложно, надо сильно заранее. Вот реально сильно заранее и билеты покупать на самолет, и бронировать. Вот для Таиланда такое правило. Покупай доллары заранее, они всегда будут расти. Всегда будут расти. Всю жизнь живу, всегда растут. Если они падают, вот говорят, вот доллар упадет. Помните, 50 рублей был доллар? Помните, 50 рублей был доллар? Я говорю, помню. Я купил доллары. Так, И вы покупаете доллары. Если они падают, это не значит, что надо от них избавляться, надо я докупать. Потому что они будут вот так расти. Я купил билеты этими Air China. China Zudor летал, каким-то еще летал, вот Air China за 50 тысяч, туда-обратно, с багажом. Ну, сейчас я даже боюсь посмотреть, сколько это стоит. да, сейчас очень дорого. Вот очень дорого, да. Летает один Аэрофлот прямой. Поэтому кто без семьи, один или там парочка, которые налегке с рюкзаками, пожалуйста. Поздравляем!
Спасибо. И успехов. Ура! Мы заказали его еще 1,5 недели назад из Таиланда. Ну из-за ваших пробок московских. Он приехал не в 7, а в 9. Красиво, Давайте все, кто остались, чаечек попьем с кофеечком. Да? Смотрите, какой. Оля, Ну это вообще, это бомба, да. Я вас так люблю, ребят мои. Спасибо, тебе понравился? Очень вообще. Что, пойдемте все пить чай? Пойдем. Если сейчас я... Галерея с логотипом компании. И сегодня наша дорогая Оля подготовила для вас самые лучшие варианты. Да, мы с вами приехали к застройщику Дусит Групп. Застройщик Дусит Групп — это один тоже из старейших вообще застройщиков в Паттайе. Это тайский застройщик. Они когда-то здесь начинали строить деревни Бан-Дусит, это самые известные поселки. И у них такие проекты резорт, как Дусит Гранд Парк 1, Дусит Гранд Парк 2. Мы сейчас с вами здесь находимся в готовом их проекте. И сейчас идет строительство проекта Дусит Гранд Парк 3. Это большой резорт на 5 зданий, также со всей инфраструктурой, с бассейнами, с тренажерными залами, с ресторанами. Он у нас с вами находится между 2-м и 3-м участком земли Джамтьена, но там очень удобная локация и выезд на Сухумвит. На все, там торговые центры, продуктовые макро, лотосы. Застройщик классный, качественный, мы сейчас посмотрим с вами в шоуруме. Все, идем смотреть студию, и однушечка интересует. В общем, вот, какой будет комплекс. Вот, мы с вами как раз можем посмотреть макет, он уже, повторюсь, сейчас идет строительство, какие-то здания закончены даже на 5-7 этажей, какие-то там на 3 начали возводить. На территории проекта, как вы видите, везде бассейны, вся инфраструктура у нас находится внизу, на крыше будут только зоны отдыха, беседочки, посмотреть красиво закаты моря. По всей территории у нас, естественно, наземный, подземный, бесплатный паркинг, для каждой квартиры. Повторюсь, что в Таиланде парковка у нас абсолютно бесплатно, покупать ее не нужно. Так, пойдемте. Вот у нас с вами квартира-студио, 25 квадратных метров. Это стандартная квартира. Тут будет все так, как будет сдаваться квартира. Заходи. Добро пожаловать! Мне нравится этот проект, я слежу за ребятами в социальных сетях, и когда они выложили, я сказала: вау, какой стильный интерьер, как будто ты в магазине «Все для дома». Индекс Home. Да, все такое хорошенькое, стиралочка. Стиральная машина включена в стоимость. Вообще, все, что мы здесь видим, вся бытовая техника получается. Холодильник, встроенная пароварочная панель, микроволновка, стиральная машина, кондиционирование, телевизор. Вся движимая мебель, за исключением декора. Декор у нас глобус, там олень красивый. Включая текстиль, занавески, все идет в стоимости. Минимальная стоимость квартиры такой на сегодняшний день 25 квадратов, 1 900 000 бат. 1 900 000 бат. Еще рассрочка. С длинной рассрочкой очень удобно. Первый взнос 30% от стоимости квартиры. Дальше 30% в рассрочку идет ежемесячно до завершения строительства. То есть почти у нас на 3 года есть рассрочка официально. И 40%, это тоже очень много, идет на ключ, когда вы уже получаете ключи от своей квартиры. Поэтому проект топчик, проект мне нравится, и Дусит — это очень известное громкое имя. Это на иностранную квоту. Да, я вам говорю, все цены на иностранную квоту. Здорово, что такая большая кровать входит в стоимость, также входит в стоимость матрас. Мы тут столкнулись с этой темой и поняли, что матрас хороший, высокий, это тоже дорогое удовольствие. Встроенный шкаф очень большой, смотри. Это шкаф, я не заметила. Большой встроенный шкаф. Вот, посмотрите, скажите, стильно, красиво и недорого по сегодняшним ценам. На сегодняшний день, я вообще повторюсь, так как рынок перестроился на проекты класса люкс, все застройщики, которые сейчас покупают землю, выходят на рынок, они уже покупают дорогую землю, потому что земля сильно подорожала, и минимальные цены, с которыми они выходят, это 110, это прям вот минимум у застройщика за квадратный метр. А здесь у нас с вами получается застройщик еще, может предложить, так как он большой, здесь и довольно-таки давно работает, у них свои земли были куплены, за 1 900 000 квартиру 25 квадратов. Получается 75-80 тысяч бат за квадратный метр, включая всю мебелировку и технику. Это классно. Молодец. Вот поставьте лайк Оле за то, что она нашла такое хорошее предложение. Прям по вашему запросу работаем. И давайте посмотрим санузел, что немаловажно. Здесь у нас тоже все красиво, стильно, хорошая сантехника. Получается перегородка, не вот эта душевая кабина, как капсула, и некрасивая, а красивая перегородка, просто из стекла. И вот это вот у нас получается фурнитура под бронзу.
Высокие потолки, зеркало, раковина. Я считаю, просто идеальный вариант и для аренды, и для того, чтобы перепродать и приезжать жить самим. А вообще Дусит вот здесь, да, находится, в этой территории, где мы стоим, это мы на втором Жансене, да, находимся. Тут рядышком рынок в пешей доступности. Прямо сейчас мы отсюда выйдем. Здесь все вокруг в инфраструктуре. Это 7-Eleven, массажные салоны. Это очень популярные проекты для сдачи в аренду у людей, кто сюда приезжает на зиму, у экспатов. И здесь вот сейчас, если мы выйдем, там будет очень много народу, и квартир в аренду не будет. Все будет сдано. И давай еще покажем однокомнатную квартиру. Пойдем. Мы пришли с вами посмотреть квартиру с одной спальней в Престиж Парк, третьем проекте. 34 квадратных метра. Заходи, Свет. Ты у нас везде первая, везде свои эмоции. Ну тоже красота. Как там, только просторнее. Вот это прям уже оптимальное. Это стандартная, да, квартира с одной спальней, 34 квадрата, более чем, тоже идет, да, также в стоимость включена вся отделка, вся мебелировка, вся бытовая техника. Мне очень нравится, да, несмотря на то, что проект не претендует, да, ни на какой там класс люкс и на хай уровень. Но выглядит не хуже. Да, и они встроили стиральную машину в кухню. Раньше всегда проблема, да, все выводили на балкон от солнца, она как бы, да, желтеет машина, ломается. Здесь предусмотрено все, поэтому классно, молодцы, постарались. И есть балкон. И в этой квартире есть балкон, и в студии есть балкон, во всех есть. Здесь, кстати, вот видите, наклеено на стекле, так как мы находимся в шоуруме, реальный вид практически, какой будет из квартир, которые имеют вид на зелень и на сад, потому что там, где строится проект, рядышком парк, зелень и вот такая красота, то есть там не будет никаких рядом застроек, которые перекроют вид. Вот, с видом на парк. Посмотрите, здесь такой большой достаточно обеденный стол на 4. Красивые стулья, вот эти вот решеточки мне нравятся. Напишите в комментариях, как вам здесь дизайн, потому что нам с Олей и Саше он очень нравится. Нет никаких отталкивающих элементов. Вообще соотношение цена-качество это действительно супер вариант. Это очень хороший Я не думаю, проект. будут ли дальше такие варианты по На таким ценам. сегодняшний день вообще, да, если мы смотрим все анонсы проектов, которые выходят, никто практически не анонсирует резорт, потому что под резорт нужен очень большой кусок, да, участок земли. Это довольно-таки дорого для застройщиков, у кого не было в наличии, да, там в загашнике купленных давно кусочков. Если по новой цене выходить с большим резортом, то минимальная цена за квадрат вот такого же, допустим, проекта, да, если он появится, я думаю, что это будет 110, 120, 130 и пошли наверх. Многие зрители пишут, что хотели бы квартиру в Таиланде, но им не нравится высотка. Говорят, очень много людей, высоко, хотим поближе к земле, что-то более уединенное. Вот, мне кажется, хороший вариант под ваш запрос. Соотношение цены, качества вообще отлично. Гостиная с кухней получается, и здесь у нас спальня. Ой, ну тоже классная, большая кровать, прям гигантская, как у нас в Саратове. Знаете, как она дорого обошлась? Вот такая вот прям king size. Вот действительно отдыхаешь. Прям супер. Красивые светильники. Вот все по последнему слову техники. И ну раз смотришь на картинку, думаешь, да что там? Я сам сделаю. Все понятно, вот клей, готово. Начинаешь делать, тут не совпало, тут не подошло, тут цвет отличается. А здесь за вас уже все лучшие дизайнеры сделали, продумали, укомплектовали. Вам только заехать, жить или сдавать, или перепродать, что тоже приятно. В Паттайе очень хорошо дорожают квартиры. Очень много сейчас людей. На рынках просто не протолкнуться, все столы заняты. Мы никогда за 10 лет жизни в Таиланде не видели здесь столько отдыхающих. Я не знаю, может быть, потому что Турция стала дорого, в Европу сложно попасть. В Дубае очень дорого, и как бы если вот так посмотреть из направлений, получается Таиланд опять номер 1 для отдыха, зимой особенно. Я забыла точную цифру. Вчера готовила пост в наш телеграм-канал. 1,4 миллиона людей из России только на ноябрь месяц по вот проданным путевкам посетили Таиланд. И это еще путевки. А сколько мы встречаем людей, кто вот сами приезжает, просто по билетам бронирует жилье. Вы не представляете, сколько здесь людей. Это капец. Капец, на рынке иногда мне не хватает еды. То есть Саша уже идет, говорит, что нет селедки под шубой. Я думаю, когда это такое было, он всегда остается. Нет, я уже говорю, иди в 5 часов. Он говорит, да еще не открыто. Я говорю, иди, вот первый, что в очереди стоял. Вот, кстати, ты рассказываешь, на самом деле это не смешно. Я тут так пыталась гребешки купить в 7 часов вечера на ночном рынке, и я что-то пока стояла в телефон тыкала, я подошла, они лежали, они там, да, ну, поджаривают их. И я думаю, ну все, сейчас я ей скажу, чтобы она жарила. И я просто
просто голову поворачиваю, стоят какие-то русские, китайцы, вот так вот все смели, и я такая, а где гребешок? Все, красавчик. Все, нормально поела, да-да-да, покушала. Большой холодильник у нас здесь еще. Сейчас во многие проекты вот такие хорошие большие холодильники. И давайте санузел быстренько посмотрим. Мне очень нравится вот эта система в Таиланде шоурумов. Дом еще строится, шоурум уже готов. Здесь соблюдаются все пропорции, используются точно такие же материалы, которые будут в вашей готовой квартире. Вы можете пощупать то, что вы покупаете. Вот когда мы покупали свою квартиру в Кабане 2, Капакабане 2, это мы так сокращаем ее ласково, не было еще шоурум, мы не знали, что мы берем. Но мы знали, что застройщик классный, что-нибудь красиво он сделает. А здесь уже, получается, и шоурум даже готов, можете прийти и все пощупать. Здесь еще, кстати, вот всем, да, кто хочет квадратуру побольше, возможно, классные квартиры скомбинировать, объединить либо 2 квартиры с одной спальней, либо 2 квартиры-студию в одну большую. И у застройщика немного, правда, но еще остались квартиры с 2 спальнями, тоже можно их посмотреть. Они будут стоить в среднем от 5 миллионов бат. Это тоже для большой квартиры с 2 спальнями, наверное, на сегодняшний день самое выгодное предложение, да, на рынке. Пойдем посмотрим. Пойдем. Заходим в двухкомнатную квартиру. Класс, да? Сейчас такое время, у многих уже детки появились, кто нас смотрел. Так интересно, люди пишут, я выросла на ваших видео. Когда вы начинали, мне было 10 лет. Я думаю, о, привет, это так необычно. А у многих говорят, у нас уже дети. Так что вот, вариант для тех, у кого дети или кто любит спать по отдельности. Сколько стоит эта двухкомнатная? Еще раз. Мы с вами стоим в квартире 65 квадратных метров. Минимальная цена таких квартир на сегодняшний день 5,8 миллионов бат и выше. Тоже зависит от этажа, от вида. Их вообще немного осталось, да, то есть тут уже прям нужно смотреть. Если кому-то не достанется two-bedroom, такое тоже бывает, то комбинируем рядышком 2 однушки, и получается у нас с вами двушка. Вот, смотрите, здесь у нас кухня, такая уже большая, хорошая, уже прям такая серьезная. Можно пиры устраивать. Просторная действительно гостиная. Приятно здесь находиться. Большой балкон тоже. Большой балкон, в two-bedroom уже на идет 2 балкон окна. больше. Получается, тоже серьезный. А можно кого-нибудь там положить, если много гостей приехало. Я думаю, не обидеться, в Таиланде и на балконе хорошо. Все такое уютное, миленькое. Ну, согласитесь, действительно хорошее предложение. И здесь, получается, у нас мастер-бедрум, да, это как называется, хозяйская спальня. Да, главная спальня. В которой прям есть свой санузел. Такой красивый тоже. Просто вообще квартира мечта. И по доступной цене. По цене квартиры где-то в Москве, да, какой-нибудь однушечки. Ну смотри, если мы на сегодняшний день с тобой посчитаем на баты, это порядка 15 миллионов рублей. Что ты купишь сейчас за 15 миллионов рублей? Ничего, 65 квадратов с мебелью, с техникой, со встроенной под ключ и с текстилем. Да. Ничего. Ошибочка вышла. Нет, в Москве такое близко не купишь. Вот, посмотрите, какая классная хозяйская спальня. Вообще, супер. А я бы еще здесь очень заострила внимание, да, именно на этом застройщике Dusit Group. Вот почему мне очень нравится Dusit Group, да, мне нравятся Embassy проекты, да, если мы не говорим про люксовый сегмент. Они сдают квартиры с отделкой такой, какая она есть. То есть это не считается декором дополнительным. Очень много шоурумов, да, сейчас выходит, допустим, вот Ривьера, да, сейчас выйдет проект Санта-Моника, очень красивые шоурумы, очень красивые фотографии, но там просто покрашенные стены и встроенная мебель, там ничего в цену не входит. У Дусита вот эта вся отделка, это, да, как считается декор, такие квартиры и будут. То есть здесь это не для красоты, это действительно вот так, как есть, сдается. Это, ну, большой плюс для меня и показатель застройщика. А еще Оля более 10 лет работает в сфере недвижимости в Таиланде, и она знает самых лучших застройщиков, поэтому сегодня мы показываем вам самые надежные варианты, куда не страшно вкладываться. Есть и другие предложения на рынке, но Оля категорически против покупки там. Ну вот здесь тоже, да, уже показатель, что застройщик официально, когда анонсировал проект и контракты делает, наконец, на начало у них 28 года платежи, а на сегодняшний день построены уже все корпуса практически полностью, и проект будет сдан раньше сроков. То есть это большой показатель качества, да, и уровня застройщика. Вот, и пойдемте посмотрим еще одну комнату. Ой, тоже красивая. Заходишь, и сразу хочется валяться, отдыхать. Нет, живя в такой квартире, невозможно работать. Я вот так посмотрела, мне не хочется здесь работать, мне хочется валяться, смотреть фильмы, приглашать друзей на настольные игры, плавать в бассейне.
И также здесь, в этой квартире, есть второй санузел. Я раньше думала, вот мы тоже квартиру покупали, делать второй санузел, не делать, очень удобно. Нам зрители писали, ребята, однозначно делайте, не пожалеете. А я думаю, может там гардероб ахнуть или что-то еще. Они говорят, делайте. И это так удобно. У меня есть мой санузел, где стоит ванна, а есть гостевой. Гости купаются здесь, а я моюсь там. Они туда не заходят. И здесь они, как бы, это их пространство. В общем, вот. Оля, что нужно, чтобы купить эту квартиру? Для того, чтобы купить эту квартиру, нужно внести депозит для бронирования. Сколько? Это первый этап. У нас, если это квартира с одной спальней или студио, это 50 тысяч бат. Если квартира с двумя спальнями, вот как это 100 тысяч бат. Дальше в течение месяца идет оплата контрактного платежа 30%. Потом у нас идет ежемесячная рассрочка на 30%, на 36 месяцев. И финальный платеж 40% идет на ключ, да, по завершению строительства. Вообще, кстати, если так посчитать, то если мы говорим про студию, да, студию 1 900 000, 30%, это у нас будет 500 000 рублей, это 1,5 миллиона, ой, 500 000 бат, 1,5 миллиона рублей. Квартира с одной спальней минимально от 2,6 миллионов бат. Получается контрактный платеж 800 тысяч бат примерно. И получается за квартиру с двумя спальнями сколько? Тоже 30% от 5 миллионов. Ну, в общем, Ты это лучше считаешь, поэтому да. ты лучше знаешь. Могла ошибиться, но, в общем, да, хочу повторить просто еще раз цены. Подъемно. То есть не так Студия страшно. 1,9 миллионов бат, квартира с одной спальней 2,6 миллионов бат, квартира с двумя спальнями от 5 миллионов бат. Депозит 50 тысяч бат за квартиру-студию или с одной спальней и 100 тысяч бат за квартиру с двумя спальнями. 30% контрактный платеж. Расчет происходит в рублях по курсу на момент перевода денег, и Оля помогает с переводом. Да, мы полностью выступаем гарантом всех денежных обменов нашей компании. Мы предоставляем, да, лучший курс обмена для наших клиентов и гарантируем, что все окей. А еще у Оли теперь есть офис в Москве для Да, и удобства там перевода денег. официально можно оплатить по контрактам, по договору купли-продажи и онлайн, и офлайн, то есть как хотите. Да, хотите в офисе рассчитывайтесь, хотите онлайн. Мы находимся сейчас на Джомтьене и приехали в проект, который наделал много шума. Немножечко хочу рассказать про локацию. Вот прям рядом здесь, вот по соседству, офис Оли. Мы вам его уже показывали в предыдущем видео про недвижимость. Оля, расскажи еще вот по району. Вон там стройка Капкабана 2, где мы купили квартиру. Получается, это вторая улица Джомтьен. У нас 50 метров начало Джомтьена идет. Вот здесь у нас с вами, где будет строиться проект дальше, первая линия моря. Там, правильно ты сказала, стройка Копы, мой офис, напротив ночной рынок известный, который на втором Джомтьене находится. И вот здесь будет возведен высотный проект Skypark Lucien. Будет состоять из 2 высотных зданий и одного отельного корпуса на 8 этажей, по-моему, он у них идет. Проект клевый, под известной маркой сети отелей люксовых Banyan Tree Group, очень многие знают. И все покупатели квартиры здесь будут иметь эксклюзивные карты в Banyan Tree Group со скидками и по аренде отелей по всему миру. Нам часто зрители пишут, ребята, где купить лучше, в Skypark или в Капкабана 2? Skypark крутой проект, который наделал много шума, но я не знаю, где лучше купить, поэтому лучше давайте спросим у Оли. Мне нравится и тот проект, но у них есть очень большое отличие в плане первого платежа. Для многих довольно-таки тяжело сразу оплатить 40% первого контрактного платежа в Копакабане Coral Reef, и многие рассматривают Skypark как аналог, потому что здесь у нас всего с вами 20% первый контрактный платеж и длиннее рассрочка. Поэтому, да, то есть он чуть-чуть будет дороже, этот проект Skypark, но у него рассрочка длиннее и удобнее для тех, у кого, да, кому тяжело сразу оплатить 40%. Здесь всего 20%. И пойдем посмотрим, что там в квартирах, потому что я там еще не была, не видела. Вот у нас с вами сам проект, макет. Вот второй Джомтьен, где мы сейчас стояли, снимали. Вот у нас идет первый Джомтьен и море. То есть проект буквально стоит 200 метров до первой улицы, до пляжа. Будет Получается, первая береговая. Практически, да. Перед ними стоят невысокие здания, вон, да, мы здесь можем видеть. То есть прямого вот так прям прохода не будет, но это, тем не менее, 200 метров.
Будет корпус состоять из двух высоток. Одна башня будет резиденция, вторая башня резиденция, и третья башня, она у нас идет с вами под управлением отеля. В проекте есть квартиры-студио большие, квартиры с одной спальней тоже хорошей квадратуры, с 2 спальнями, и пентхаусы еще доступны 2. Проект начнет строиться в августе 2025 года, а завершение полностью всего комплекса конец 28-го, начало 29-го года. Пойдемте посмотрим шоурум. Пойдем. Мы с вами заходим в шоурум квартиры «Студио» Sky Park Люсьен, 32,9 квадратных метров. Ну, Шикарно. Света, давай. Шикарно. Отель Хилтон. Люкс, роскошь, премиальные материалы. И, кстати, Управление отеля Баньяндри Групп. хорошая просторная студия. Бывает студия прям вот тесно, а здесь просторно. Смотри, какой шкафчик у них серьезный, не маленький. Оля, скажи честно, твои клиенты что чаще покупают, Sky Park или Копакабана 2? Два хитовых проекта и как-то вместе вышли. Вообще все по-разному, да, выбирают. Кто-то хочет прям Копа, потому что это известный разрекламированный бренд. Это вот я так говорила. Да. Копакабана. Потому что, да, известный. Sky Park, да, многие как бы не знают сеть Баньяндри Групп, да, потому что это не так там раскайфовано, еще что-то из застройщика. Но когда у меня клиент находится здесь, и кто в приоритете смотрит для себя, они выбирают все-таки Sky Park, потому что здесь будет меньшее количество квартир и более, ну, как бы комфортно себя будет чувствовать клиент, который не хочет постоянно сдавать в аренду и, ну, вот эту смену туристов. То есть здесь больше такая резиденция, больше на долгосрочную аренду будет подходить проект. И все-таки для меня лично он немножко уровнем повыше. Повыше. Вот это даже ощущается по холлу. Заходишь, Да. там прям поп-звезда. Это уже так это премиалочка, да, идет. И еще сейчас очень модно в Таиланде, особенно, да, это чувствуется вот в этом проекте, и на Пхукете, на виллах я это прочувствовала, уходят в японскую стилистику. Минимализм, натуральные материалы, Да. дерево. Да, и вот видите, вот здесь чайный столик стоит. Есть квартиры-студио с балконом, здесь будет балкон, Ага. а есть квартиры-студио без балкона вот с таким вот чайным столиком. И вот тут, Понятно. кстати, реальный вид из окна. Они строили имитацию, вот как будет стоять комплекс. Ага. Это у нас с вами идет боковой вид на море и город. Вот такие будут виды из окна реальные. И тут можно поменять этажи, то есть с какого этажа какой будет вид. Это у нас, видите, мы с вами пониже, это с 20 этажа. Так у нас с вами будет повыше. Это будет у нас в радиусе 30-40 этаж. Круто! Вот так у нас с вами будет ночью. Посмотрите. Хай-тек. Можно ночью посмотреть. Вот почему я говорю, что очень круто, да, что вот Копа, что Sky, боковые виды на море и город, потому Самое что, интересное. видите, огонечки. Да. То есть квартиры фронтально, они будут смотреть темноту, да, ночью и видеть только корабли. А боковой вид, он всегда прекрасен и шикарен. Вот так это будет выглядеть. Что у нас есть самый высокий этаж? А нет, это у нас уже день. В общем, а вот фронтальный, кстати, вид был. Ты любишь чайные церемонии, тебе здесь... тоже Мне тут классно, я очень люблю этот проект, мне он очень нравится. Но вот студия маловато для меня, естественно. Ну, так извините. Естественно. Но в этом проекте они меня услышали, поставили ванну. Да, Пойдем это покажу всегда. квартиру, да, с одной спальней. А быстренько расскажи, вот конкретно эта студия сколько стоит? Эта студия у нас с вами 32,9 квадратных метров. Они есть как в высотном здании, так и в отельном корпусе. Минимальная цена на сегодняшний день 3,8 миллиона бат. Также есть предложение от застройщика, если мы покупаем с вами не в резидентском корпусе, а в отельном, у них есть гарантированная аренда 6% на 3 года от проекта Баньяндри Групп. Но вот эта гарантированная аренда всегда, да, она то есть, то нету, как акция проходит. Поэтому если кого-то интересует гарантийка в этом проекте, нужно будет ловить. А так вообще с ресепшена будет управление отеля. И я думаю, что здесь, да, никаких проблем со сдачей в аренду не будет. Но все-таки он на долгосрок. Как удобно, когда ваши жильцы заезжают, вам не надо их заселять. Там на ресепшене в любое время дня и ночи они приехали. Да, и очень большой плюс все-таки, что будет вот этот вот корпус, да, отдельный, отельный. То есть даже если они не будут предоставлять вопрос, да, управления и гарантированной аренды от застройщика, вы всегда можете с отельного ресепции себе заказать уборку, еду и все-все-все в номер резиденции. Это будет удобно. А как ты думаешь, как подорожать здесь квартиры?
Я думаю, что следующий корпус, да, вот уже который выйдет, он будет дороже предыдущих. В среднем этот проект набрал за год, они недавно отмечали год продажи, да, и выхода на рынок данного проекта. Мы, кстати, там стали топ-агентством. Поздравляю. На русскоязычном рынке мы публиковали эту новость. А стартовали они за квартиру студио, минимально была, по-моему, 300. На вот самом-самом пресейле. Сейчас, да, минимальная квартира это 3800. Следующий корпус, который выйдет, он будет стартовать где-то с 4,5, я думаю, за квартиру студию. Поэтому здесь еще не поздно, еще нужно. Проект будет набирать, и завершится он только, я говорю, 28-29 год. И на выходе цена будет уже... Да, я не беру, да, прогнозы, то есть я не Ванга, как я Ну, говорю, я не примерно, обещаю. по-тайски X2, вот, он по-тайски. 30-40% он еще наберет однозначно. Я тоже так думаю. Очень популярный проект. Вот мне часто спрашивают Кабана и Скайпарк. Вот эти прям два. Я говорю, стали заходить такие именные, да, бренды и резиденции на рынок, что само собой мы понимаем, что если такой серьезный бренд, да, как отель Баньян Три Групп, который работает по всему миру, зашел сюда, значит он видит перспективу, он понимает рост. Да, так же, как сейчас у нас есть проекты Once на севере, они под эгидой отеля Хилтона. То есть для меня это большой показатель. Все-таки новость о казино, да, и о развитии Паттайи все больше и больше, да, на другой уровень, она дошла и как бы до крупных игроков вообще на мировом рынке, и они сюда стали вкладываться, инвестировать. Это показатель роста и востребованности проектов. Баньян, кстати, один из самых дорогих отелей Бангкока. Вот их проект Skypark. Давайте еще быстренько покажу вам санузел, как в лучших отелях. Посмотрите, большое красивое зеркало, стильная сантехника, плитка такая матовая, красивая, как натуральный камень. Полное ощущение единения с природой, не вычурно. Кому-то этот стиль нравится, мне нравится. Мне кажется, это хороший проект для вас. Вот это вообще топчик, да, из планировок у застройщика. Это квартира с одной спальней, 48 квадратных метров. Для меня вот из сегодняшнего дня, да, на рынке, если мы берем хорошую квадратуру, потому что кому-то 30 все время маловато, идеально 40 квадратов, все предусмотрено, заходи, смотри. И ванна, ребята. Мы когда шли, Оля сказала, сейчас покажу офигенную прям квартиру. И вот она. О, какой просторный санузел. Сразу давайте его посмотрим. Тоже здесь душевая перегородка, гигантское зеркало. Просто роскошь. Сразу такое ощущение пространства. Зеркала дают. Красивая вот эта вот раковина тоже. Серая плиточка, все вот дерево, камень. Здесь есть уже барная стойка. Появилась в однокомнатной квартире. Кстати, на отдыхе для двоих очень удобно. Я не знаю почему, но барная стойка обладает волшебным эффектом. Она сближает. Мы с Сашей все радости, все горести проживаем дома за барной стойкой. Это реально помогает. Вместо сессии у психолога мы так садимся вдвоем, что-нибудь берем покушать, попить, плачем, смеемся и приходим к выводу, что надо двигаться дальше, все в наших руках. Что бы ни случилось, это лучший психолог. Барная стойка. Это зона гостиной. У нас есть проход на балкон и из зоны гостиной, и из спальни. И вот, да, опять-таки вид. Здесь представлен панорамный вид из окна. Какой вот он будет? Вот такой вид имеет фронтальная квартира. Большой балкон классный. Очень здорово. Смотрите, вот здесь у нас есть дверь, и туда вот кондиционирование, блоки. Кладовочка. Кладовочка вынесена аккуратненько за дверь, ничего не будет шуметь. Чемоданы Блок можно. кондея вынесен, сюда что хочешь сложил, закрыл и убрал. И у тебя при этом остается большой балкон, ванная Еще один психотерапевт. и панорама на море. Классная спальня, хороший шкаф. Ну, вообще круто. Вот это круто. У меня аж прям мурашки. Вот сколько ты отдашь денег за сутки в таком отеле? Вот будь он в Паттайе или в Бангкоке. Сколько Ох. сейчас хороший номер в Хилтон стоит с такой ванной на балконе? Я думаю, что 1000 от 5 от 6 бат. Сутки, Да, да. за сутки. Поэтому смотрите, ребята, по-настоящему шикарное предложение и будет еще дорожать. Вот можно купить квартиру в недорогом доме, ну и как бы она и не сильно подорожает. А если есть возможность вот на такой люксовый дом, то там и Вообще, доход. люкс, да, всегда дорожает больше Да. и сильнее, чем проекты эконом, да, или среднего уровня. Люкс всегда набирает больше на рынке. За счет эксклюзивности, потому За что счет предложений имени, меньше, да. а богатых людей, интересующихся, много. Мы даже если с вами возьмем, это так тоже, да, показательно интересно, как вот совсем, когда премиалка идет, я считаю, что это премиальный проект. Ну да, У я них тоже. на этаже
будет квартиры все вот так вот буковкой П расположены, и из них будет только виды на море. На заднюю сторону, вот сюда, на второй Джамтьен, по этой стене, да, которая стоит не Я на море поняла. лицом, а назад, там даже нет квартир. Вот это уважение. И если мы с вами сравним какой-нибудь большой резорт, да, где будет там порядка 2000 квартир, резорт 8-этажный, то вот в таких домах больших премиальных в одно высотное здание 50 этажей будет всего там 300-400 квартир. Ну, вот На так одном вот. этаже, то есть у тебя будет там не больше 80 вариантов. Скажи, пожалуйста, сколько стоит вот эта однушка? Квартира такой планировки, да, one bedroom 49 квадратных метров, начинается сейчас от 6 миллионов 300. И да, в зависимости от этажа увеличивается цена. Контрактный платеж также, да, 20%, рассрочка 40% на все время строительства до 2028 года и 40% на ключ. Как ты думаешь, за сколько ее можно будет сдавать в аренду? Она будет дороже, чем Копакабана. Она будет дороже, чем Копакабана. Я думаю, что минимально это будет 50 тысяч бат за месяц при долгосрочной аренде. Потому что если сейчас сравнить цены таких же проектов на первой линии, это Аром, Вангамат на севере или же Сетус на Джамтьене, хотя Сетус старый проект, минимально 50 тысяч бат, и там не найти квартиру. Также здесь есть у нас шкаф. Что это? Шанель. Она идет в комплекте, я уже заинтересовалась. Сейчас будет прям вау. Держитесь, пристегнитесь простынями. Квартира. Это просто восторг. Я думала, меня уже ничем не удивить, но я в шоке. Это квартира с 2 спальнями отдельными, 8,6 квадратных метров. в Это проекте что Sky Park. такое? Это красота, Свет. Это Я красота. не верю своим глазам. Обычно такие размахи где-то в Дубае. В Таиланде у нас как-то поменьше. А здесь, вау, я даже как будто не в Таиланде. Но это опять, я говорю, доказательство того, что рынок полностью перестраивается на другой сегмент, на другие квадратуры, на премиалку, на люкс и имеет большой спрос. Мы часто показываем квартиры, и некоторые из вас пишут: тесно, там ходить как краб, мелко, маленькие. Ребята, ваши запросы учтены. Сделали работу над ошибками, теперь, я думаю, здесь просторно будет всем. Классно, да? Просто восторг, я в шоке. Смотри, мне очень нравится, что здесь можно обыграть, да, здесь как один из вариантов предложенный, вынести на балкон кабану как отдельно зона отдыха, а можно расширить спальную зону. То есть здесь просто застройщик показал, как возможно уменьшить мастер-бедрум, но сделать вот такой вот зоной отдыха. Я бы сделала балкон. зону отдыха на балконе. С панорамным тоже видом. Вообще везде. красота. Проходи в спальню. Боже мой, я просто влюблена. Посмотрите, как красиво в спальне. Ой, столик для работы, чтобы краситься. Такие фактуры, такое все качественное, приятное. Что будет входить в стоимость? В стоимость включен полный мебельный пакет. Сейчас периодически, да, есть акции, когда что-то добавляется, что-то убирает. Вот все цены, которые я сейчас, да, обозначаю, вот такая квартира будет минимально стоить от 12,8 миллионов бат на сегодняшний день. Это с мебельным пакетом и с пакетом бытовой техники. То есть все, что мы здесь видим, да, из техники и из движимой и недвижимой мебели, будет включено в стоимость. Текстиль, декор не включен. Поняла. Хорошо. Ну, у вас есть индекс Living Mall, туда пошел. Вот я смотрю, там все оттуда почти. Да, Весь да. декор. Вау, смотри, какой тут и сколько шкафов. Обычно со шкафами напряженка, а здесь я уже который раз встречаю. О, ты посмотри, двойная раковина у них. Это если вы живете с мужчиной. Он вот здесь вот умывается, а вы вот здесь. Никто никому не мешает. Не начинайте утро с руганий. У каждого свое пространство. Красивая такая сантехника. Ну просто космический корабль. Ванна. А, кстати, Тут на есть минуточку. предусмотрено для всех, как я и как не я. Просто, я не верю своим глазам, они еще и ванну поставили. Просто релаксационная комната. Вы согласитесь, красиво. Просто красота. А вторая спальня тоже здесь представлена да, как один из вариантов, как можно сделать. Она обыграна детской, как раз, да, для большой семьи. Пошли посмотрим. Пойдем посмотрим. Можем не уходить. Можем Ну реально оста- впечатляет. Холодильник большой, человеческий. Гигантский.
Встроенная тоже духовка, вот в большой two-bedroom идет, да, что раньше было редкостью для Таиланда. Встроенная духовая печь, большая комфорка, тоже встроенка идет стиральная машина сразу с подводкой. Официально заявляю, это самая красивая квартира, которую я когда-либо видела в проекте в Таиланде. Она не, ну вот она Скажи. берет еще своими вот этими просторами, И конечно. она такая простая, такая стильная, Да. прям вот то, Да. что надо. Тихая роскошь. Лора Пьян. Вот вариант, как Ой. можно обыграть детскую, да, здесь Ой-ой-ой. просто сразу застройщик представил опцию, что возможно, а можно сделать стандартный, просто отдельной спальней, как она есть, да, вот представленная в той комнате. Конечно, была бы я ребенком с такой комнатой, у меня бы, наверное, было очень много друзей. Все ко мне хотели в гости. Ну, круто. Там рабочая зона, уроки учить, там вверху спать. Медведь, фиг вам. Ну и просторненько. Акула с Икеи, по-моему. А это что, это лазать, да? По стенам. Скалодром. Ага, скалодром. Здесь Круто. также вот удобно, да, что вынесены шумные все Мгм. блоки от кондиционеров. Также, да, зона хозяйственная какая-то, что-то убрать, повесить. Вот там даже для инструментов, да, молоточек он висит. До перфоратора, я говорю. А здесь много таких квартир? Нет. Немного. И Начинается. Вот санузел. Сколько? Штук 10 есть? Нет, еще есть, да. В Есть. таком плане есть еще, конечно. Хорошо. И второй Получается, санузел они гостевой. такие планировки находятся по углу высотного здания, то есть с одного и со второго угла есть такие предложения. Просто один угол, получается, будет смотреть боковым видом на море, на Калан, другой угол будет смотреть в другую сторону, на Джамтьен, туда, в южную часть. И можно еще вносить какие-то коррективы, да, на этапе строительства? Можно объединять, комбинировать квартиры тоже здесь и сделать свою планировку. То есть если у застройщика позволяет две Пойдем соседние квартиры сделать вам объединение, то вы можете и расширить, да, данную квартиру, или же сделать себе рядышком две квартиры, да, из one bedroom и студио без проблем. У нас здесь были покупатели, которые делают для себя, для жизни, да, резиденции, и мы объединяли вот такие квартиры two bedroom с рядом стоящими и one bedroom, и студией. То есть можно поиграться, покомбинироваться, потому что вот здесь будет боковой и фронтальный вид на море. Ты можешь увеличиться в сторону фронтального вида на море, там однушку приделать, или же в сторону боковую, там будет студия еще дополнительно приделана к такой квартире. Оля, ваши контакты для покупки квартиры в Паттайе? Пишите нам на WhatsApp, я всегда там лично, да, отсматриваю заявки и дальше переключаю на менеджеров, плюс 66, служба спасения, 911-922-111. Легко запомнить. Да, и WhatsApp, и Telegram пишите обязательно, указывайте, что промокод «Вечное лето» у нас для ребят, да, для покупателей, для клиентов от «Вечного лета» всегда дополнительные бонусы и подарки, Да, потому не что они вас всех стесняйтесь. любят, и мы Да. вместе с ними. И если вы где-то купили квартиру, пишите нам, мы порадуемся вместе с вами. В гости приглашайте. Если не стесняетесь, мы бы поснимали с радостью. Да, мы очень хотим, мы вчера со Светой разговаривали в проекте Копакабана, я говорю, как будет здорово, когда наконец-то все достроится, и нужно будет пойти по всем, кто купил, да, у нас Да. квартиры, зрителям, если вы разрешите, делать вот эти совместные новоселья, приемки квартир, да, чтобы показать, как это выглядит, потому что мы Помогать никогда друг другу. этого не снимали, да, как-то все время был покупатель, ну или зритель против. Вот кто будет за, пишите нам, мы очень хотим это сделать. Можно тусу у бассейна устраивать, Совместную. обмениваться какими-то контактами, знаниями. Мы вон с Олей встречаемся, ту-ту-ту-ту-ту-ту, у меня столько уже контактов, столько косметики, столько идей, витаминов. Это очень важно, налаживать связи. Так что пишите ребятам, кто готов на съемку, наши покупатели, мы очень хотим показать, как это вживую. Это он все время говорит, да вы не показываете, вы все врете, вы сочиняете, потому что никто сниматься не хочет. И сейчас я хочу посмотреть сама и показать вам инфраструктуру данного комплекса, потому что в стоимость квартиры входит еще и стоимость инфраструктуры, которой вы будете бесплатно пользоваться. Вот смотрите, такая здесь будет зона отдыха, места общего пользования, так сказать. Такой красивый холл, бар, посмотрите. Тренажерный зал с видом на море, большие зеркала, беговые дорожки. Еще одна зона встреч, зал для спорта, зал для йоги, я бы даже так сказала. Пока мы едем, хочу задать еще один вопрос. Оля, скажи, пожалуйста, что здесь с перепродажей квартир? Вот бытует мнение, что за границей квартиру купишь и фиг продашь. Как здесь продается?
На сегодняшний день, да, если опять-таки мы сравним 2 года назад, когда открылись границы, да, Таиланда, поехал сюда очень большой приток людей, иммиграция пошла очень большая. Вторичка вообще просто снеслась в том году. Ее разобрали, все, что было, да и даже, да, вот самые маленькие, там самые большие квартиры. Сегодня рынок продаж, он очень активен, да, перепродаж востребован, потому что кто-то боится заходить на старте, да, когда еще не понимает, что он берет. Кто-то хочет пощупать, потрогать уже готовое, да, кто-то не хочет ждать, он уже переехал, поэтому перепродажи очень активны. Да, лучше всего, как я говорю, если мы взяли на преселе, перепродавать через год, через 2, да, минимально, а еще лучше дожидаться финала. Спрос постоянный. Я не знаю, да, очень много пишут, что проблема, да, что вот кому там это все нужно, и тем не менее, когда человек касается, да, что он хочет купить квартиру на вторичном рынке, довольно-таки проблематично еще подобрать ему, да, вот эту вот квартиру, особенно если выбирают какие-то конкретные комплексы, там еще и не найдешь. Вот Копакабана первая, да, сейчас, надо поискать, постараться найти. Какие-то высотки, там класса люкс, Джесетас, Аромы, Айресы. Надо постараться поискать, чтобы найти. И тоже все, что, допустим, сейчас новое, да, вышло на рынок, вот люди, которые вложились там 3-4 года назад, они заработали минимально 50%, потому что рынок безумно растет. И вот сейчас, если посмотреть из последнего, что вышло, мы, кстати, вот, давайте заедем еще, покажем апдейт строительства Гранд Соляра. Помните, мы 2 года назад снимали? Популярный тоже стрелял, когда вышел. Вот мы сейчас посмотрим, какие были тогда цены, какие сейчас, и в какой стадии стройка, и поймем, насколько будет востребован рынок перепродаж. А вот расскажи, как ты выставила свою квартиру на продажу. Да, я вообще, да, когда-то очень давно, у меня была маленькая однокомнатная квартира, я ее быстро перепродала, а здесь я сейчас живу в Ривьере Джантьен, у меня квартира с 2 спальнями, как раз, может, в гости придете, заснимете, красивая. И она нестандартной планировки, она двушка-угловая, таких всего в Ривьере 25 на весь дом. И меня тут затопили, короче, соседи китайцы. И я думаю, блин, а я же нервная. Все, это знак, да, вот, да, надо съезжать, что-то не то. И я такая в психе просто пришла в офис, говорю, девчонки, надо мою квартиру выставить на перепродажу. Какому-то агенту еще по дороге встретила, сказала, что все, как бы тоже выставите на вторичке. И мне звонят, говорят, Оль, мы депозит взяли. День. То есть квартиры, которые правильно были куплены под задачу, под вторичную, да, под перепродажу, они всегда в спросе. Может стоять та недвижимость, да, на вторичном рынке, которая, допустим, имеет неудачный вид, неудачное расположение, да, то есть напротив там будет или, помойка или лифты, вот такое может застаиваться, или вид там в стену. Все, что с хорошими видами, с хорошей, адекватной, да, как бы, инфраструктуры и комплексом, все уходит на вторички. Средний цикл продажи вторичной недвижимости, я говорю, 3-4 месяца. Перепродажи то же самое, когда выставляется контракт. Есть высокий сезон, есть низкий сезон, да, это всегда в Таиланде, когда больше спрос, когда меньше спрос, но в среднем это 3-4 месяца. А люди, которые у вас купили квартиры, вы потом им помогаете с перепродажей? Конечно, мы ведем полный цикл и полный сервис, да, то есть мы вот если взяли за клиента от там начала, мы доводим все дела и все вопросы до конца. И сейчас я даже скажу больше, у меня очень большое количество обращений в наше агентство. Помогите продать. Я не беру на продажу, я не беру на сопровождение покупателей не нашего агентства. Потому что, честно. Да, это честно, и потому что, говорю, очень тяжело работать с покупателем, который когда-то с кем-то там работал, ему кто-то что-то наобещал, и вот он начинает, да, мне рассказывать, как мне надо работать или за сколько нужно продавать квартиру, а я ему этого не обещала. Поэтому на сегодняшний день мы не берем никого со стороны, мы работаем только с нашими покупателями, что как раз и дает, да, и быструю ликвидность, и уверенность в том, что вот я все быстро, четко сделаю для наших покупателей. Мы стоим с вами на стройплощадке проекта Siam Oriental Dream. У нас очень много наших зрителей покупали этот проект, получается, в прошлом году. Очень быстро ребята строят. Смотрите, уже полностью возведен каркас здания. Уже идет отделка на первых этажах. Уже вставлены окна. Вот тут у нас дырочку, куда света полезла, видно бассейн. Вот так вот, собственно, выглядит стройка проекта в Таиланде. Можно посмотреть, как там копошатся, что делают. Вот, смотрите. Проект на Протамнаке, 500 метров до моря. На сегодняшний день здесь уже все квартиры распроданы. Это к вопросу тоже, да, как будет рынок перепродаж и вторичный рынок. Вот сейчас в этом проекте нету ни одной квартиры от застройщика. Дом еще даже не сдан. И это единственный проект, который будет завершен стройку в этом году в районе Протамнак, 500 метров до моря. Вопрос, будет ли востребован проект на вторичке? Да. Конечно, будет на перепродаже. А вот здесь, раз уж мы здесь стоим рядышком,
Нам с вами видно стройплощадку одного из люксовых, да, проектов Паттайи. Это Ривьера Малибу. И еще, ребята, часто возникают оживленные споры между теми, кто купил квартиру в Таиланде. Одни говорят, классно, купил, перепродал, заработал. Другие говорят, купил, стоит, никто не берет. Это совершенно разная тема. Одни говорят про ликвидные квартиры, а другие про неликвидные. У тех, у кого все хорошо, как правило, купили в хорошем, классном доме с классной инфраструктурой. А те, которые не могут продать, купили во вторичке в старом доме задешево. Такое, конечно, сложно продать. Я с тобой полностью согласна, а еще, да, еще прям повторюсь, игра в хорошую перепродажу с хорошей прям, да, прибылью, это долгосрочная. И очень важно, если мы с вами говорим про заработок на перепродаже, заходить на пресейле, на старте строительства, да, или когда вот немножко построено, тогда цены самые вкусные. У меня есть покупатель в первой Копакабане Джантьен. Он купил проект, я вчера прям стояла и ковыряла, да, вот базу искала продаж в конце 22 года, то есть когда проект уже сдался, заселялся. И он говорит, ну вот моя же квартира совсем не подорожала, всего лишь на 500 тысяч. Я говорю, так, конечно, вы же купили, потому что вы хотели только Копу, да, и вы купили в самом завершении, нашли, да, эту квартиру. Ну да. И он же сам понимает, и даже вот уже завершенный проект, он все равно набрал 500 000 бат, завершенный. Вот. И почему мы рекомендуем Олю? Потому что Оля уже 10 лет здесь работает, даже больше. И она хорошо... 13, я считала, 13 лет. 13 лет. Она построила Паттайю практически. И она хорошо выбирает недвижимость. Ликвидную недвижимость предлагает. Поэтому можете быть уверенными в своей покупке. Вот я, кстати, даже сейчас вам на этом доме покажу, что значит ликвидные квартиры, да, на вторичном будут рынке на перепродажу, а что нет. Вот здесь вид у нас, видите, будет классный на бассейн, на зелень. С той стороны будет даже вид на море. А вот те квартиры, посмотрите здание, Саш, видишь? На вот стену это, дома. Да. Часть квартир будут иметь вид в стену дома. Вопрос, ликвидны ли будут те квартиры на вторичке? Нет. Но когда человек покупал, да, агент ему объяснял, что да, эта квартира будет стоить дешевле, или даже, да, они не всегда стоят дешевле. И не всегда говорят агенты да, об этом. Что вот у вас будет вид вот так вот в соседнее здание. А для кого-то это может быть потом сюрпризом для покупателя, да, если агент ему не сказал. Думали, нашли подешевле, а потом это реально сложно А иногда, продать. говорю, и даже не подешевле. И вот ко мне, допустим, придет, да, не мой покупатель, и скажет, что, Оль, продайте квартиру по цене такой же, естественно, как соседняя, потому что квадратура-то одинаковая. Ну, нет. Но я говорю, еще раз повторюсь, мы не берем с улицы, да, как бы, ну, не наших покупателей. Нам нельзя обратиться по вторичке с этим вопросом. Но вот вам живой пример. Никто не хочет смотреть И та в квартира, стену. если люди захотят ее продать, да, они будут ее понижать в цене. А других вариантов нет. А вот эти будут дорожать. Поэтому, когда вы спорите про недвижимость в Таиланде, сразу указывайте комплекс, вид, квадратуру. По И какой историю, цене да, почем покупали. купили, да, и зачем. Вот тогда это имеет смысл, можно там спорить. А когда вот так, я купил, я продал, я не могу, два совершенно разные товары. Да, пойдемте посмотрим, у этого застройщика последний проект был, это Siam Oriental Oasis, мы сейчас можем посмотреть шоурум, там еще тоже есть доступная квартира на продажу, на Пратамнаке нету никаких больше строящихся проектов, только группа Siam Oriental. Пошлите посмотрим Oasis и что осталось. Я видела, как Оля работает, она сидит с вот этим вот планом, проектом, человек на созвоне. Я иногда тебя жду в офисе, я вижу, как ты работаешь, я сейчас расскажу. И человек говорит, а вот эта квартира. Оля говорит, нет, вид плохой. А вот это? Он говорит, эту землю уже купил вот этот, там будет 15-20 этажей. Нет. И выбор у людей уже даже небольшой. Вот за это ты как бы и обращаешься. Да, я даже очень часто своим покупателям говорю, ну вот переплатите, пожалуйста, там 50-100 тысяч бат, но возьмите повыше, потому что иногда даже один этаж пролет, он решает, он сильно решает по виду. И я говорю, вот смотришь дом, столько квартир, Да. начинаешь детально изучать, там у тебя из этажа, из 10 квартир только 5 огонь, а остальные будут под вопросом. Минутка ностальгии. Раз уж мы на Пратамнаке, просто не можем вам не показать квартиру, в которой мы с Сашей прожили около года. Вот она! Видите? Такая шторка на балконе. Вот мы там жили. Получается, угловая. И родители к нам приезжали, мы там тогда жили.
Для нас это было целое событие переехать в ту квартиру, потому что до этого мы снимали самое дешевое жилье, без кухни, без всего. Я, конечно, поставила мультиварку и плитку на балконе, готовила так пот тек, но это был единственный вариант, чтобы остаться, потому что курсовые колебания сократили наш доход, и пришлось жить в таком жилье. Потом развивался наш канал, другие проекты, и Саша говорит, ну пора, мы можем себе позволить что-то получше, и переехали в квартиру с кухней. И там была кухня и стиральная машина. Я была самой счастливой на свете, потому что там было все необходимое для жизни. За 12 тысяч бат мы, по-моему, вместе снимали, и это был целый праздник. Мы с вами сейчас смотрели апдейт строительства проекта Siam Oriental Dream, а это следующий проект Siam Oriental Oasis, который начнет строиться в следующем году, где-то на январь, на февраль запланировано строительство начала. И это самый недорогой комплекс, бутиковый такой резорт на Пратамнаке, он единственный на Пратамнаке, кто будет вообще строиться и продаваться. Siam Oriental Oasis, квартира-студио. Проходим, смотрим. О, просторная студия. 2 окна получается. Хорошая кухня, хороший холодильник. О, Тут есть разные планировки квартиры, абсолютно разные квадратуры. Есть студии от 22, по-моему, до 30 квадратов. То есть можно поиграться, покомбинироваться. В проекте очень много разных планировок. Тоже есть очень много разных видов. Есть виды классные, даже есть вид на море с верхних этажей. Есть виды не очень, да, то есть такие квартиры есть еще доступны. Они смотрят где-то в стену, где-то в торцы здания, потому что мы на такие не Пратамнаке, берем. да, очень мало места. Поэтому кто хочет именно на Пратамнаке, да, рассмотреть объект, это будет Siam Oriental Oasis. Мы обязательно что-то подберем, покомбинируем. В среднем квартира-студия будет около 1 900 000 и Вот выше. такая. Да, квартира с одной спальней здесь будет в пределах от 2,5 миллионов до 4, потому что разные квадратуры тоже есть. поняла. Вот, смотрите, какое удобное решение на входе. Для обуви полочка предусмотрена, большой хороший холодильник, плита, вытяжка. Пожалуйста, обеденный стол, между прочим. Очень красивая отделка. Что входит в стоимость? Вот, да, хотела заострить внимание на этом. В стоимость включена только встроенная бытовая техника и встроенная мебель. Все, что мы здесь видим, движимая мебель, декор, это все в стоимость не включено. Проекты Siam Oriental Group, они сдаются пустые, только со встроенной мебелью и техникой. Но по завершению у застройщика всегда есть предложение за дополнительную плату мебельного пакета, как представлено в шоуруме, и пакета декор. Какая стоимость мебельного пакета и декора, мы будем понимать, когда проект будет завершен и будет сдаваться и заселяться дом. Все цены, которые я называю, это без мебельного пакета, еще раз повторюсь, и без движимой бытовой техники, только встроенка. Что у нас встроенка? Кондей, шкаф, полностью кухня, пароварочная плита, отделанный санузел. Поняла. Холодильник, стиралка Не включены за в отдельно. стоимость. Поняла. Давайте посмотрим, какой санузел. Везде уже сенсорные зеркала. Все, ребята, будущее наступило. И классный душ. 2 леечки. Слушайте, ну вот просили показать недорого и хорошо. Ну согласитесь, недорого и прям хорошо. Очень классный проект. Большой плюс Siam Oriental проектов Пратамнак. Ничего здесь больше не строится, не продается, только Siam Oriental. 500 метров до моря. Верхние этажи видно море даже, да, то есть можно застать. И это комплекс Pets Friendly. Здесь разрешено официально проживание с домашними животными, а в Таиланде этого мало где вообще разрешено. И вот Siam Oriental как раз тот застройщик, который это разрешает и позволяет. Поэтому это топ для локации Пратамнак, Siam Oriental Group. Мебельный пакет, да, мне многие, вот там нет мебельного пакета, зато вы под себя все, что хотите, купите и сделайте так, как вам нужно. Бассейн на территории комплекса. Бассейны на территории комплекса, финская баня, потому что это финский застройщик, сауны, то есть хамамы, тренажерные залы, кафе, это все будет на территории. То есть вот последний проект Оазис, он состоит из 3 корпусов, это будет самый, наверное, большой Siam Oriental, у него будет инфраструктура как на крыше, так и внизу. И балкон, быстренько еще Давай. посмотрим балкон, тоже важно, какой элемент. Так, выходим. Вот, стол, 2 стульчика, сюда поместится, чай, кофе попить, посидеть.
вечерочком подышать свежим воздухом. Так что балкон тоже имеется. И много разных планировок. Если даже чуть доплатить, можно уже там что-то Здесь очень много побольше. разных планировок. Почему я говорю, даже не могу заостриться, да, на какой-то цене, на какой-то квадратуре, потому что вот минимально от 1,9 минимальная квадратура. И пошли. То есть здесь порядка, по-моему, 40 у них планировок в проекте. Пишите Оле ваш бюджет, ваши требования, предпочтения, и она будем подберет подбирать. самый лучший вариант, который потом легко будет продать. Здесь классные однушки. Пошли еще однушки покажу. Пойдем. Siam Oriental Oasis, квартира с одной спальней. Абсолютно есть разные типы планировок, разные квадратуры, поэтому просто смотреть, что осталось в продаже, потому что проект очень популярный, проект очень классный. Еще раз говорю, про Тамнак, 500 метров до моря. Свет, Вау, как тебе? просто вау. Я вот сейчас смотрю и думаю, а стоит ли вообще делать эту стену в маленьких квартирах? Вот я зашла, здесь нет стены, есть перегородка, то есть можно изолировать, когда надо. Да. И без нее так просторно, хорошо дышится. Прикольно. Это очень удобно. Стали вот так вообще у нас делали такие стены первые, да, раздвижные, люксовые застройщики в высотках. Да? Тогда начинал делать Седос, потом Аром, и когда Siam Oriental, да, использовал эту идею, это так классно тоже. Классно. То есть ты можешь отгородить, да, зону спальную от гостей и можешь раздвинуть, у тебя, опа, пространство. Красота. Сколько здесь квадратных метров? Мы сейчас с вами здесь стоим, наверное, тут квадратов 40, я думаю. Я, к сожалению, да, сейчас не подскажу тебе точно. Около 40 квадратов. Сколько стоит такая квартира? Минимальная цена квартиры такой 3,5 миллиона бат, если мы говорим про 40 квадратов. Если вообще про доступные однушки здесь, они будут стартовать от 2,5 миллионов бат и выше, в зависимости от квадратуры. Красота. Классный график, кстати. А у них график платежей всегда привязан к срокам строительства. 5 платежей по 20%. 20% контрактный платеж, потом начинают строительство еще 20%, возвели почти здание еще 20%, начали делать внутреннюю отделку еще 20%, получаете ключик, оставшиеся 20%. Как строителям оплачиваешь? Да, да. То есть полностью привязан. Для кого-то это классно, потому что полностью, да, обезопасен покупатель, Да. потому что наблюдает. Построили, заплатили, построили, заплатили. Мгм. Мы с вами стоим на Тепрае Роуд, эта дорога, вон идет сзади нас строительство Гранд Соляра. Это вам для ориентира всем. Часто вы у нас спрашиваете, где купить декор, дизайн, и вот здесь внизу Тепрае Роуд находится картинная галерея. Здесь тайские художники выставляют свои работы, они также могут вам на заказ нарисовать абсолютно любую реплику картины, классно рисуют с фотографией. Мы сейчас сюда приехали заказать картину мне в московский офис, потому что мы 2 заказали, нам не хватило, и сейчас закажем еще одну. Посмотрите, как они классно рисуют. Кстати, здесь есть еще один художник, который работает не только с красками, он работает с ракушником. Он собирает ракушник и делает объемные картины такие из ракушника, очень классные. Что будет на твоей картине, которую ты хочешь заказать в офис в Москву? На моей картине будет Будда. Я люблю Таиланд, и я хочу, чтобы, заходя к нам в офис, люди попадали в атмосферу Таиланда. Я очень люблю эту культуру, да, это же философия, буддизм. Я чту эти традиции, у нас в офисе будет висеть 3 картины красивые, которые будут подсвечиваться и давать покой и умиротворение Таиланда. Хорошее дело. Вот я все время заказываю здесь картины у этого художника. Савадика! Савадика. Слоны красивые. Вот смотрите с фотографии, как рисует Мадонна. Мерлин Монро. Ой, Мерлин Монро, да. I want to order one more picture. Давай покажем зрителям, какую ты выбрала. Вот получается Будда. И какой размер у нее? Это 3-я картина, у нас будет 3 картины, 60 на 45 сантиметров. 2 он уже нарисовал для нас. Покажу в офисе, не буду показывать. Сколько стоит? А вот эту картину он рисует в течение недели, стоит 3000 бат, одна картина. Нормально. Я не могу утверждать, работает визуализация, не работает. Но что хочу сказать, долгое время на моем компьютере на рабочем столе была заставка Таиланд. Вот похожая картинка с островов Пхипхи, с этими лодками. Я мечтала жить в Таиланде. Сашу заразила этой мечтой. И в какой-то момент в нашей жизни мы оказались там на экскурсии, когда уже жили в Таиланде. И я сказала, это заставка с моего рабочего стола. И это было так трогательно, это был такой сильный момент, в который ты понимаешь, что все реально, мечты исполняются. Мы приехали проверить, как идет строительство проекта Гранд Соляр. Передаем привет всем нашим покупателям этого проекта. Вы часто у нас спрашиваете, как обстоят дела, какая ситуация. Вот сейчас будем наблюдать и смотреть. Построено на сегодняшний день уже порядка 40 этажей.
на нижних квартирах уже начинают тестировать, делать отделку. Заливается вся инфраструктура. Я думаю, что нам сейчас дадут туда зайти и посмотреть все изнутри. Пойдем, Свет, посмотрим? Пойдем, я с радостью, я обожаю ходить на стройки. Проверка пришла. Работа идет и день, мне кажется, и вечер. Они вообще не прекращая строят. Савадика. Напомню, что завершение строительства у них конец 25 или 26 года. Я думаю, что в 26 году начнет все-таки заселять. Ух ты! У комплекса будет огромный бассейн. Вообще, скажу честно, мы задумались о покупке квартиры в Таиланде, еще 10 лет назад. Но деньги появились несколько лет назад. И как раз вышел проект Гранд Соляр. Но когда мы решили уже все точно берем, здесь уже цены поднялись так сильно. И Оля говорит, может быть, вы подождете, скоро будет анонс других проектов, и там будет, как вы хотите, на старте. Да, здесь первые квартиры на старте у застройщика с одной спальней стоили 2,9 миллиона бат на нижних этажах. Потом была цена 300, этажей повыше. Сейчас пойдем, зайдем в шоурум застройщика. Интересно посмотреть реально, сколько квартир осталось в продаже. Ага. Я давно здесь не была. И какие цены сегодня. Пойдемте посмотрим. Савадика! Савадика! Вольф, привет! Вот, посмотрите Окей, привет. еще раз, какая у вас I'm будет okay. территория. We make Вдруг кто update. забыл. Everything okay? Система бассейнов, как Can you аквапарк help us a целый. little bit? Yes, yes. Can you show us price list for today? What minimum price today and what available in Grand Solar? Вот, смотрите, Саша, подходи. Мы сейчас посмотрим, какие цены у застройщика на сегодняшний день и какие квартиры есть вообще в наличии. Вот все, что красное в прайс-листе, это все у нас с вами продано. Когда-то наши клиенты покупали квартиры на старте продажи за 2,9 миллиона бат. Это было 2 года назад, да, мы снимали. На сегодняшний день у застройщика минимальная цена на нижних этажах квартира с одной спальней 4 миллиона 350 тысяч бат. Этажи повыше 4 миллиона 640. Еще выше, вы видите, квартира одна спальня доходит до 5,5 миллионов бат. То есть проект вырос за 2 года более чем на 40%. Я в шоке. Классно. Но на самом деле немного что еще осталось. А скажи, как часто застройщик Здесь повышает цены? Это зависит от спроса, от сезонности, по мере строительства. Да? Я думаю, что они сейчас, когда поднимут каркас здания, будет еще, полностью будет еще поднятие цены. Обычно сколько поднятий цен за момент строительства, за время строительства? Раз 5, 6, 7. Раз 5, 6, 7. То есть, если ты не купил по самой первой, купил по второй, это уже тоже хорошо. Тоже хорошо, да, потому что всегда застройщик Надо было брать. по-разному поднимают. Кто-то на 5%, кто-то на 10%. Да? Если там резко со старта продаж, допустим, много лотов ушло, могут и на 15, и на 20 поднимать процентов. То есть мы никогда на самом деле не знаем, насколько застройщик поднимет цены. Мы знаем, допустим, что будет поднятие, а насколько всегда сюрприз. Кто-то говорит, кто-то нет. Понятно. И давай еще раз проговорим для зрителей, сколько стоят твои услуги здесь, в Паттайе? Мои услуги для наших клиентов абсолютно бесплатны, потому что в Таиланде американская брокерская система с нами как раз-таки рассчитывается застройщик. Он нам платит нашу агентскую комиссию, и для покупателя наш сервис абсолютно бесплатен. Для чего вообще нужен агент? Всегда тоже повторюсь, потому что многие говорят, можно прийти напрямую к застройщику и все решить. Агент вас сопровождает от начала до заселения, то есть застройщик с вами не будет возиться на протяжении 3, 4, 5 лет. Да, у застройщиков всегда могут быть проблемы без русскоязычного стафа, да, у кого-то есть, у кого-то нету. Также все вопросы денежных переводов, где что купить, а подскажите, а помогите с такси, застройщики этими вопросами не занимаются. Поэтому, по сути, для вас услуга и так бесплатна, да, но мы еще и выступаем вашим связующим звеном, гарантом, переводчиком и на всех этапах помощником. Юридическое сопровождение сделки, ребята проверяют все договора, у них классный юрист. Плюс переводы денег. Даже есть возможность не только удаленной покупки, но и удаленной приемки. Если вы не можете приехать на приемку, ребята могут принять квартиру за вас, посмотреть. Они знают, куда смотреть. Если есть какие-то косяки, не принимать, застройщик все исправит, только потом принять. Все так. Ну и давайте еще раз покажем территорию этого комплекса. Я помню, что ты рассказывала, его основная фишка – это локация.
И инфраструктура, И да. инфраструктура. Огромная территория для высотки. Обычно такая инфраструктура у резортов, а здесь они у высотки сделаны. Кстати, у этого застройщика в том году анонсировалась еще одна высотка, но она находится в центральной части, на 3-й улице, да, это немножко не русскоязычная локация, но вот тоже стоит макет здания. Это я к тому, что, допустим, вот проект появился в том году, и стартовал он уже не как Гранд Соляр, это, да, к порядку роста цен, а от 4 миллионов бат. Ну вот смотри, если к тебе сейчас придет человек, скажет, я хочу в Гранд Соляр купить квартиру, А но я хочу максимально на ней заработать. Нет, уже нет. Я Ну, так и не знала. буду рекомендовать данный проект, да, уже, то есть заход в него для максимального заработка. То есть вот те, кто заходили по 2,9, да, у нас клиенты, они заработают. У нас, кстати, есть квартиры на перепродажу уже от наших инвесторов, да, дешевле, чем у застройщика, поэтому если кому-то нужно, я могу подобрать вариант. У нас есть 4 квартиры на разных этажах, и они будут дешевле, чем у застройщика, но при этом наш продавец, он заработает. Но вот этот проект в топе на перепродаже будет под завершение, потому что в этой локации ничего больше нету, ну, строящийся новый. Вот он будет единственный построенный, получается, в следующем году. Если вы тоже, как и мы, как и многие наши зрители, хотите купить квартиру в Таиланде, то смело рекомендую вам Олю. Все ее контакты, как всегда, мы оставим внизу, в описании под этим видео. Пишите, не стесняйтесь, задавайте свои вопросы, бюджет кидайте. Будем рады всем помочь. И еще, да, у меня такая большая просьба, чем четче ваш запрос, тем быстрее мы подберем то, что надо. Очень часто вы обращаетесь, что присылайте все. Ну, такого быть не может, да, когда у покупателя нет бюджета, нету ясности. Пожалуйста, когда Для вы чего? да, пишите, говорите нам. Я всегда спрашиваю, какой бюджет, для чего, какая задача. Чем мы с вами ближе пообщаемся, тем вероятность до 100%, что все будет так, как мы с вами задумали. А когда вы говорите, что присылайте нам и готовые, и строящиеся бюджет, а бюджета нету, то есть в городе порядка там 50, да, проектов, как я могу что-то вам подобрать, когда вы хотите все? Пожалуйста, да, берегите нервы всех, время, и вот чтобы достичь того, что надо, четко, что хотим и зачем хотим. Я задаю не потому, что я хочу узнать, а сколько у вас там денег, что-то подороже продать. Я хочу вам подобрать то, что вы хотите. Если у вас остались какие-то вопросы, смело задавайте их внизу в комментариях. Подписывайтесь на наш канал, заходите в нашу группу ВКонтакте, в наш Телеграм. Увидимся в следующих выпусках. Вас очень сильно любим. До новых встреч. Пока. Пока.